Играя на медне в Киберпанк, меня посетила очень странная, но интересная мысль. А все ли так просто в, несомненно, отличном творении CD Projekt? Или все-таки, если постараться, то можно нащупать второе дно? Что же скрыли от нас разработчики Cyberpunk 2077? Присаживайтесь поудобней. Начнем. Но для начала я хотел бы уточнить пару нюансов, а именно, как я могу рассуждать о сюжете и персонажах, если игра нелинейная и каждый выстраивает своего героя сам? На что я отвечу: о, святая простота. То, что в игре присутствует иллюзия свободного выбора, и сюжетные тропы, грубо, делятся на 3,5 одинаковых у всех развязки. Но что-то я уже затянул вступлением, давайте перейдем к основной теме. Как вижу Найт-Сити я? Найт-Сити, в моем понимании, это город фантазии и грез. Он, по сути, нереальный. Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. И кто же живет или жил в этом городе? С одной стороны, Ви. Он мечтает подняться по лестнице успеха в самые верха города и стать легендой. Запомним мечту Ви. Это его осознанное желание. Можно сказать, что на это его в какой-то мере подтолкнул его друг Джеки. С другой стороны, Джонни Сильверхенд. Его осознанное желание по возвращению из мертвых – это во что бы то ни стало отомстить корпорации Арасака и вернуть себе хоть и не свое, но тело. Кто из этих двух героев главный? Как кто, скажете вы? Они оба главные герои, и тут же в корне ошибетесь. В классическом варианте написания сюжета, можете назвать это классикой драматургии, которого придерживаются практически все сценаристы, главный герой только один, и всегда есть основной направляющий вопрос: что с тобой будет, если ты сделаешь это? Так кто же все-таки является главным героем Cyberpunk 2077? Ну конечно же Ви, ведь мы ему сопереживаем, хотим, чтобы он добился своих целей или хотя бы банально выжил, чтобы мы и дальше гриндили скучные заказы. Как вы понимаете, конечно же нет, иначе видео можно было бы закончить прямо здесь. Ведь подобные чувства мы испытываем и к Джонни, и хоть и не сразу, но тоже проникаемся его целями и нерушимыми идеалами. В этом и есть фокус. Ви мечтает разбогатеть и стать известным, то есть легендой. Он намного ближе к среднестатистическому игроку, чем тот же Джонни. Который никогда не идет на уступки, и вся его жизнь сосредоточена в борьбе с чем угодно, лишь бы бороться, и в этой ипостаси он сделал своим врагом одну из самых могущественных корпораций в мире. Намного менее понятное желание, чем просто разбогатеть и стать известным. Ну или выжить. Тут вы не можете не согласиться. Как игрок, мы логично тянемся к Ви, ибо он и есть наше альтер-эго в мире игры. Он выполняет разного рода получения, пытается выбиться в люди, прыгнуть выше головы. Но до определенного момента ничего не получается, пока Ви не замечает кто-то нужный, а именно Декстер Дэшон, и, пытаясь разбогатеть и стать известным, берется за заведомо проигрышное поручение. Путь Ви максимально прямолинейный и прост. Так было до его встречи с Джонни, так все продолжается и после. Только на первый план, помимо желания богатства и славы, выходит цель избавиться от застрявшего у него в голове биочипа. Во всех концовках Ви не преодолевает себя. У него не происходит надлома или переосмысления своих целей, и вообще отсутствует какая-либо арка персонажа. Если брать классический пример подобной арки, то первым действием идет зарождение проблемы. Сюда можно подогнать получение Ви-биочипа. Далее вторым действием нас встречает осознание проблемы, и с этим тоже нет никаких загвоздок, ибо чип может убить, и тут дополнительной мотивации не требуется. А что же идет дальше? А дальше идет преодоление. И нет, преодоление проблемы в данном контексте — это не победа над чипом, это нечто другое, что дает одна из концовок, но об этом попозже. В идеале дальше нас должно было ждать в той или иной вариации решение измениться, попытки, подготовка, существенные перемены и так далее, под которые абсолютно не подходит Ви как главный герой. Его арка не дает ответов на вопросы, которые возникли в первом действии и получили развитие во втором. Иногда это связано с тем, что проблема изначально была поставлена неудачно, а затем автор, сам того не замечая, сменил тему. Любовная история, например, незаметно превратилась в антиправительственную сатиру. Нить потеряна, картина будет казаться расфокусированной, если в финале не прозвучат те мотивы, с которых все начиналось. Чтобы было понятнее: начало — смерть, конец — жизнь. Начало — жизнь, конец — смерть. В любой из концовок у Ви не происходит надлома. Цифруясь в Микоши, забирая тело, уезжая с Эльдекальда, становясь подопытной крысой Арасаки, в арке Ви нет четкого завершения. Он также продолжает искать способ просто-напросто выжить, так и застряв как персонаж на том же этапе, что мы видели в конце пролога игры. Возможно, многие из вас сейчас воскликнут: то есть, по-твоему, желание выжить — это плохая сюжетная арка для главного героя?
Отвечу, что и да, и нет. А еще лучше приведу пример. Думаю, многие из вас видели такие фильмы, как «Леон», «Гладиатор» или «Логан». А теперь представим, на секундочку, что цель главных персонажей заставает где-то в начале фильма, и вместо спасения любви, мести или спасения дорогого человека, главные герои просто пытаются выжить. У них это успешно получается, и что? Леон возвращается поливать цветок, Гладиатор воевать по славу Рима, а Логан бухать? Да, конечно, это абсолютно разные персонажи и истории, но таким грубым примером я просто пытаюсь показать свое мнение по поводу несостоятельности арки Ви как главного героя. Большинство игроков считает, что Киберпанк — это история о том, как важно добиваться своих целей, несмотря ни на какие преграды и испытания. Но факт остается фактом. Ничто не мешало Ви добиваться своих целей. Даже Джонни, начиная разделять совместно с ним тело, очень скоро переходит на его сторону. А теперь посмотрим на Джонни. Мы видим, как на протяжении сюжета он разочаровывается в, возможно, неправильно выбранном жизненном пути. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Он видит последствия, видит события, к которым привели его необдуманные поступки. Чего я достиг, пока орал Чипинин толпе озлобленных детишек? Может, я устал притворяться? Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Общается с друзьями, которые повзрослели и уже давно переплюнули, его не побоюсь назвать это таким словосочетанием, детский максимализм. Лучшие произведения не только раскрывают истинный характер, но в процессе повествования изменяют его внутреннюю суть в лучшую или худшую сторону. На примере Джонни можно сказать, что в лучшую, и именно его арка подходит под описание главного героя истории. Джонни Сильверхенд в начале своей арки вроде как бы ничего и не хочет, он высокомерный ублюдок, любящий только себя. Он всех ненавидит и упивается собственным величием, но потом происходит нечто. Он умирает, а его сознание становится конструктом, записанным на биочип. Это инициирующее событие, начинающее маховик повествования. Вначале герой эгоист, любящий только себя. Герой пробуждается, и сначала ему не нравится то, что с ним происходит. Он даже готов было бы убить мнимого протагониста, но это не в его власти. Потом у него возникает желание выбраться из той паршивой ситуации, в которую он попал. И если ему придется захватить тело, то это не так уж и важно на данный момент. По мере своего развития история требует от протагониста все новых способностей и силы воли, приводит к более значительным изменениям в жизни персонажей, а обстоятельства, в которые он попадает, постоянно усложняются. Джонни до определенного момента не понимает, что он, скажем так, не самый хороший человек и не видит себя со стороны. Ему хорошо, он эгоист. Но после того, как он видит отношение людей к себе, общается с старыми друзьями, он сам того не понимая, начинает меняться и искать пути к изменению. И уже в этот момент опережает так называемого главного героя Ви как драматургический персонаж, а именно переходит на 4-й этап действия – преодоление себя. Чтобы вы не запутались, повторим сначала. Первый этап – Джонни просто мудак, то есть неполное осознание проблемы. Второй этап – Джонни мудак, еще и мертвый при этом. Да, прозвучит забавно, но это растущее осознание проблемы. Третий этап – встреча с Ви и его попытки захватить контроль, а то есть нежелание меняться. Четвертый этап я описал недавно. Самые внимательные из вас могли заметить, что когда подобным образом я описывал арку Ви, преодоление стояло на 3-м этапе. Куда же я упустил нежелание меняться? В этом-то и суть. Это арка героя, которым Ви в контексте данной истории не является. У него нет мотивации к изменению, а то есть и нежелания меняться. Он лишь подобие, ретранслятор, что логично, учитывая, что управляем-то им мы. Очень смелый, потому что только смелых сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта.
Драматическое повествование диктует изменения героя. Если изменения нет, оно может быть воспринято как обман. И это именно те чувства, которые вызывал у меня Ви на протяжении всего прохождения. Я чувствовал себя обманутым. Хотя мы все знаем серию каких-нибудь Call of Duty, если не считать Black Ops. Какая уж там арка. А если посмотреть на итоговое качество продукта в техническом плане, то, может быть, и к сценаристам закрались, скажем так, баги. Если в начале рассказа нам предоставят характер, который ведет себя как славный парень Ви, который просто хочет жить послаще да подольше, и к концу он останется таким же, без каких бы то ни было надломов и изменений, то мы будем крайне разочарованы. Я-то уж точно чувствовал что-то не то. А вы? В этом, собственно, вся суть. История и сюжет позволяют показать героя. А что значит показать? Либо он меняется, либо мы его по факту не узнаем и не видим. Джонни, который нам симпатичен, но который имеет в своем образе мышления определенный мировоззренческий изъян. Он придерживается мысли, например, в этом мире каждый за себя. Если тебе на роду написано стать известным, ты станешь, а если нет, что не делай, не получится. Мы, как участник истории и одновременно наблюдатель, с ней спорим. Мы сталкиваем Джонни с теми событиями, которые вынуждают его пересмотреть свой взгляд на жизнь. В итоге он меняет свою точку зрения. То есть просто-напросто он проходит путь. Было, стало, до и после. Как «Назад в будущее». Сцена за столом в доме Марти Макфлая. Была семья лузеров, стала семья успешных людей. И повторяется один в один сцена обеда в этой семье. Герой в ходе вашей истории производит своеобразную работу над ошибками. То есть сначала Джонни умер не по своей воле, но получил второй шанс. Изменился и ушел на своих условиях. Да, вы можете сказать, что просто украли тело Ви без его ведома. Но тем самым вы просто рушите весь характер персонажа, ибо по-настоящему он бы так не поступил. Джонни хотел, чтобы Ви оставался собой. В диалогах на протяжении всей игры он прямо про это говорит, что нет ничего хуже, чем лишиться своей личности и стать кем-то другим. Этот принцип для него важнее жизни. Но даже если так и вы считаете себя самым умным, то, может, вспомним, о чем я говорил в самом начале. В игре нет вариативности, и в данном случае уже в эпилоге. Джонни в ускоренном курсе сообщает нам, что был неправ и больше никогда не совершит подобных ошибок. И вы его уже не заставите. То есть, опять же, завершает арку главного героя. Конечно, можно сказать, что это просто игра, а не высокая драматургия. Но разве хоть кому-то интересно наблюдать за плоским героем? Думаю, нет, ведь интересно смотреть, как меняется внутренний мир. И все-таки Джонни с этой стороны сценаристы прописали, о чем я вам рассказал раньше. Хоть и затронул во всей этой теме только верхушку айсберга. Иначе, боюсь, это видео могло бы быть вечным или просто скатиться в сухой пересказ сюжета. А те, кто так делает, по моему скромному мнению, просто импотенты. Пламенный привет большинству ютуба. Но это еще не все. Помните, почти в самом начале я упомянул концовку, которая завершает арку Ви. Да и не просто завершает, а сливает ее воедино и завершает вместе с аркой Джонни. И это концовка, которую большинство очень не любит, а именно отказ от каких-либо действий. Ибо именно в ней у Ви происходит надлом, сознательное решение, и как бы это ни было удивительно, но вся арка Джонни тоже идеально вписывается в нее. И именно так оба персонажа завершают историю как главные герои повествования. Неожиданно, не так ли? Есть еще одна возможность. Какая? Можно оставить все как есть. Забить на таблетки и все остальное. Если не попробуем сделать хоть что-то, мы оба умрем. Я знаю. Как раз на это я и надеюсь. Ты в своем уме? Что происходит? Ты помнишь, сколько дерьма мы расхлебали на этом пути? Помню. И ты хочешь сдаться? Почему? Потому что так будет безопаснее для всех. Во всех остальных случаях погибнут люди. Люди постоянно гибнут. Так устроена жизнь. И что, я стою этих жертв? Или ты? И вообще, только так мы оба будем в сознании. Когда наступит смерть? Да, в последнюю минуту жизни. Я не думал об этом, если честно. Столько времени прошло. Немного автопа. Очень забавно, что Киану Ривз хотя бы в Киберпанке стал главным действующим лицом, в отличие от Матрицы.